Здравствуйте, уважаемые зрители, правозащитники, журналисты и все неравнодушные граждане Украины. Скажите мне, пожалуйста, прямо, честно, без иллюзий, насколько вообще сейчас можно доверять судейской коллегии Шевченковского районного суда города Львова в таком крайне резонансном, общественно значимом и политически остром уголовном деле, как обвинение Вячеслава Зинченко в убийстве Ирины Фарион. Можно ли верить хоть одному их решению, хоть одному определению, хоть одной постанове, когда выясняется, что эти судьи на протяжении многих лет вершат так называемое правосудие с больничной койки, из отпуска на морском берегу и прямо с учебных семинаров. Можно ли рассчитывать на объективность, беспристрастность и справедливость, когда сам состав суда сформирован с грубейшими, вопиющими и системными нарушениями закона? Судьи Невойт, Баева и Эдер – это именно та судейская коллегия, которая в настоящее время рассматривает уголовное производство по делу номер 466/12-967/24 об обвинении Вячеслава Федоровича Зинченко по части 1 статьи 263 и пунктам 8.14 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. 1 мая 2026 года в это уголовное дело официально вступила опытный адвокат Лариса Криворучко. Сразу после ее активного вступления в процесс общественная организация «Антикоррупционный фронт» Ларисы Криворучко опубликовала целый массив шокирующих, документально подтвержденных фактов, которые полностью разоблачают грубейшие системные нарушения указанными судьями фундаментальных норм закона при осуществлении правосудия. Эти разоблачения не оставляют ни малейшего шанса на сохранение какого-либо доверия к данной судейской коллегии. Я, юрист Валерий Табаков, тщательно и всесторонне изучил все обнародованные документы, отчеты автоматизированного распределения дел, официальные реестры, доказательства и иные материалы. На их основании я даю максимально жесткую, принципиальную и беспощадную юридическую оценку всему происходящему. То, что на протяжении долгого времени творится в Шевченковском районном суде города Львова, это уже далеко не просто халатность, не отдельные досадные ошибки и даже не обычная системная небрежность. Это циничная, наглая, многолетняя и абсолютно сознательная фальсификация
самого института правосудия в Украине. Это прямое и откровенное издевательство над Конституцией Украины, нормами Уголовно-процессуального кодекса, законом о судоустройстве и статусе судей и базовыми принципами верховенства права. Это настоящий позор для всей судебной ветви власти страны, который самым серьезным образом подрывает доверие миллионов граждан к суду как к институту. Теперь о фактах. Согласно статье 15 Закона Украины о судоустройстве и статусе судей, судье категорически, без каких-либо исключений, запрещено осуществлять правосудие во время пребывания в отпуске, на больничном или на обучении. В эти периоды у судьи объективно отсутствуют любые полномочия рассматривать дела, проводить заседания и подписывать судебные решения. Однако реальная картина в этом суде выглядит как настоящий правовой цирк, абсурд и тотальное беззаконие. Судья Невойт официально находился в отпуске с 27.10.2025 по 3.11.2025 года включительно. Однако именно 3.11.2025 года он вынес определение в гражданском деле номер 463/3016/25. Более того, по моему заявлению в отношении судьи Невойта уже открыто дисциплинарное производство за грубое нарушение моего личного права на доступ к правосудию. Конкретно он, Петр Невойт, полностью проигнорировал и не рассмотрел мое законное заявление о признании меня потерпевшим в деле об убийстве Ирины Фарион, а также мое обоснованное ходатайство о переквалификации обвинения с пунктом 8 и 14 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины на статью 116 Уголовного кодекса Украины. Такое вопиющее бездействие Петра Невойта грубо лишает меня моих конституционных прав как потенциального участника процесса. Судья Баева возвела системные нарушения в настоящую чехарду и внедрила их практически. 20.10.2023 года она находилась в отпуске, но при этом вынесла постановление по делам номер 466/8508/23 и номер 466/8413/23. 16.11.2023 года была на больничном, но подписала постановление по делу номер 466/9508/23. 13.03.2024 находилась на обучении, однако вынесла определение по делу номер 466/2070/24. Судья Эдер превратил это беззаконие в настоящий конвейер. 23.02.26 года, находясь на больничном, вынес более 10 решений и определений по гражданским и уголовным делам.
21.07.2025 в отпуске, но вынес 2 определения по уголовным делам. 27.05.2024 на больничном, но вынес 3 определения. 25.08.2025 снова на больничном, но как минимум 6 судебных решений. И это еще далеко не все. Защитник обвиняемого, адвокат Лариса Сергеевна Криворучко, подала мотивированное заявление о незаконном составе суда по делу Фарион. 26 декабря 2024 года в 12 часов 11 минут 35 секунд произошел факт автоматизированного распределения дела номер 466/12-967/24. Дело Зинченко-Фарион. Однако дело с большим порядковым номером, номер 466/12-968/24, было распределено существенно раньше, в 12 часов 6 минут 55 секунд. Это физически, логически и арифметически невозможно без прямого искусственного вмешательства в систему. Такое грубейшее нарушение полностью противоречит требованиям части 3 статьи 35 Криминального процессуального кодекса Украины, Закону о судоустройстве и статусе судей, положению об ЕС-ИТС и положению об АСДС. Автоматизированное распределение должно происходить исключительно по принципу случайности, строго в хронологическом порядке и с учетом реальной нагрузки судей. Здесь же хронология грубо нарушена. Это либо невероятный сбой системы, во что поверить вообще невозможно, либо прямое искусственное вмешательство в автоматизированную систему документооборота суда, что является тяжким уголовным преступлением по статье 376.1 Уголовного кодекса Украины. Лично я, юрист Табаков, квалифицирую действия судей Невойта, Баевой и Эдера как сознательное, циничное, наглое и грубейшее игнорирование требований закона, как прямой и осознанный подрыв основ судебной власти Украины и как откровенную, циничную дискредитацию всего института правосудия в стране. Это не какие-то мелкие технические накладки и не безобидные особенности электронного документооборота. Это классическая фальсификация официальных судебных документов и создание ложной видимости законной судебной деятельности там, где ее по факту не существовало и не могло существовать. Такие судьи превращают суд в виртуальную фикцию, в фарс и в профанацию. Каждый гражданин и каждая сторона процесса имеет священное конституционное право на рассмотрение своего дела законным и беспристрастным судом, установленным законом, а не судьей с больничного листа, судьей из отпуска или судом, сформированным с грубым нарушением процедуры автоматизированного распределения. Европейский суд по правам человека в целом ряде знаковых решений: Сокуренко и Стригун против Украины, Бускарини-Таинщи против Сан-Марино, Ефименко против России и многих других неоднократно и четко подчеркивал
суд должен быть не просто формально создан по закону, его состав в каждом конкретном деле обязан быть определен строго в соответствии с законом. В противном случае такой суд не является компетентным, а любое его решение изначально порочно и подлежит безусловной отмене. В связи с этими вскрывшимися, вопиющими и неопровержимыми фактами Вячеславу Зинченко и его адвокату стоит немедленно отозвать любое ранее поданное заявление о доверии составу суда, продолжать доверять этой крайне сомнительной и скомпрометированной коллегии после обнародования таких фактов, значит добровольно подставить себя под заведомо незаконное, легко отменяемое и порочное решение. Это уже не просто риск. Это настоящее юридическое самоубийство для стороны защиты. Я требую от Высшего Совета Правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Общественного совета добропорядочности немедленной, жесткой, принципиальной и публичной реакции, открытие дисциплинарных производств по каждому без исключения эпизоду, включая уже существующее производство против Невойта, проведение полной, объективной и прозрачной проверки, немедленного отстранения этих судей от рассмотрения всех дел, особенно резонансных и общественно значимых, до полного завершения расследования. Если ВСП и ВККС в очередной раз предпочтут проигнорировать эти вопиющие факты, это будет означать лишь одно. Для судей в Украине закон не писан, а принцип верховенства права окончательно превратился в пустую, красивую, но абсолютно бессмысленную декларацию. Правосудие не может и не должно вершиться из больничной палаты, из шезлонга в отпуске, с учебной парты или путем грубых манипуляций с автоматизированным распределением дел. Правосудие либо осуществляется строго по закону и с безупречным соблюдением всех процедур, либо это не правосудие вообще, а обыкновенный судебный спектакль, фарс и профанация. Закон должен быть один для всех и без каких-либо исключений, особенно для тех, кто носит судейскую мантию и по долгу службы обязан быть образцом законности, честности и неподкупности. С вами был юрист Валерий Табаков. Я полностью и безоговорочно поддерживаю требования общественной организации «Антикоррупционный фронт» Ларисы Криворучки. Подробности можете посмотреть в статье www.anticor.foundation/новины/32-155. До новых встреч, друзья!